сейчас, когда я вижу на дворе наступающий 2017 год, мне кажется, что с момента, когда мы решили делать эту игру, прошла уже целая вечность. Я вспоминаю самое начало разработки. Это было вроде как: как думаешь, мы успеем сделать игру за месяц? Конечно успеем, но максимум за 2. Когда мы взялись за разработку, у меня за спиной уже был небольшой опыт написания текстов, так что мне казалось это чем-то не очень сложным. Однако реальность оказалась намного суровее. В том плане, что написание текста для новелл имеет свои особенности и отличается от книжного повествования. Тебе приходится постоянно придумать что-то новое, поскольку иначе описание действий выльется в «я посмотрел», «я пошел», «я остановился». В прозе все пишется немного по-другому, и к этому нужно привыкать. Многие могут задаться вопросом наподобие: неужели создание отдельных рисунков отличается от создания рисунков для игры? Да, отличается и очень сильно. Обычно фоны — это просто дополнение к рисунку, дополнение к персонажу. Но в визуальной новелле фон играет очень важную роль. Есть сцены, где персонажи вообще не появляются и виден только фон, поэтому приходится прикладывать огромное количество усилий, чтобы сделать фон более детализованным. В новелле ты сильно ограничен в выборе локаций. Каждую локацию приходится рисовать, тратить силу художника, так что ты должен быть на 100% уверен, что локация нужна, и что она будет использоваться не один раз, прежде чем предлагать включить ее в игру. В первой версии у нас была локация с дорогой, по которой Нэнни и Лесли шли со станции в общежитие. Оказалось, что далее, на протяжении 3 глав, этот фон не использовался. Это было очень грустно. Если мне не изменяет память, первую версию игры мы выпустили в марте 2015 года. Черт, как же это было давно. В первую версию игры входила 1 глава. Она была мизерной. На ней мы опробовали свои силы. Сможем ли писать сюжет, сможем ли рисовать рисунки? Смогли. В 1 главе была одна сцена для взрослых. Сначала ее не должно было быть, но мы подумали, что без нее игра окажется совсем короткой и неинтересной, поэтому решили ее добавить. Это было правильным решением. Сложнее всего было с переводом. Вот она игра, текст написан, рисунки вставлены, казалось бы, все готово. Но тут ты начинаешь делать перевод и понимаешь, что работа еще не початый край. Мы оба владеем английским языком в той или иной степени, но одно дело разговаривать, совсем другое переводить написанный текст. Это отнимает массу сил. Почти сразу с нами связался Кваруза. Он сам писатель, родом из Великобритании. Он предложил нам свою помощь в адаптации текста на английский язык. Это был своего рода спасательный круг. Когда ты переводишь текст на английский, он становится читабельным. Его поймут иностранцы, владеющие английским, но для носителей языка он будет выглядеть дико, как ни крути. Мы этого очень боялись. Однако, чтобы текст могли адаптировать на английский, его все равно сначала нужно перевести. Мы назвали это черновой перевод. Этот черновой перевод ест кучу сил, потому что когда ты пишешь, ты не задумываешься о том, как сказать то же самое на английском. А когда дело доходит до перевода, тебе лишь остается сжать волю в кулак и сидеть над гуглом, стараясь переводить фразеологизмы. Так, ну у нас 2 проекта. Один Common нам сейчас представит, это новый проект, достаточно недавно появился, и достаточно недавно, как я понимаю, вы его начали разрабатывать. Для меня было очень приятной новостью то, что нас пригласили на радио рассказать об игре. Это очень сильно наполняет позитивом, потому что ты чувствуешь, что твои усилия не напрасны, что проект интересен. И хоть эфир не был полностью посвящен нашей игре, это было здорово. Мы были уверены, что сможем выпустить новую версию уже в апреле 2015 года. А 30 апреля стало очевидно, что ничего мы в апреле уже не успеем. А сроки все сдвигались и сдвигались. Новая версия вышла только в начале августа. Через 10 дней после релиза в нашей группе ВКонтакте было уже 100 участников. Ну, а дальше снова пошел перевод. Многим может показаться, что разработка игры — это чертовски выгодный бизнес. У всех на уме различного рода Star Citizen и прочие, набравшие баснословные суммы на кикстартерах. На самом же деле, все обстоит гораздо сложнее и, стоит сказать, намного грустнее. Когда мы выдвинули свой проект на Patreon, мы находились под вдохновением от других участников этой краудфандинговой площадки, которые набирали более $1000 в месяц на разработку своих игр. Но после запуска, когда мы увидели полное отсутствие интереса к нашему проекту, мы немного поумерили свои ожидания. Это было как холодный душ. Твои ожидания, их просто с налета разбивает о стену реальности. Это был сильный шок. Мы, конечно, предполагали, что все может пойти по такому сценарию, но на деле просто оказались к этому не готовы. Я до сих пор помню, как мне на почту пришло уведомление от Патреона о первом подписчике. Я был на кухне, включил Wi-Fi на телефоне, и мне пришло сообщение, я такой: «Что? Вы серьезно?» Это был лишь $1.30, но это было очень воодушевляющее происшествие.
Мы сделали страничку на Патреоне в марте, а первый подписчик у нас появился только в сентябре. Мы были так рады произошедшему, что решили подарить этому патрону эпизодическую роль в игре. Был не против. В 2015 году кризис ударил по стране, коснулся он даже нас. Времени на разработку игры было очень мало. Практически все дни проходили по схеме подъем, работа, сон. Изредка это можно было разнообразить прогулками на свежем воздухе и занятием спортом. Но в целом времени на разработку игры практически не было. Тем не менее, разработка не прекращалась. Я продолжал писать сюжетную часть, Ильяна продолжала рисовать новые арты для игры, но, как уже было сказано, свободного времени на это у нас было очень мало. Большинство разработчиков, если расходы на игру не начинают покрываться за счет пользователей, забрасывают разработку. Это касается не только студий, близких к нашей, с позволения сказать, студии, но и крупных разработчиков. Мы смогли удержаться, смогли найти в себе силы, чтобы продолжить, несмотря ни на что. Сейчас, спустя более чем год, я могу с уверенностью сказать, что не зря. Многие могут посмотреть нашу страницу на Патреоне и сказать: да вы неплохо устроились. На самом деле все не так. Долгое время доходы от Патреона были настолько низкие, что позволяли от силы получить одну пиццу в месяц, иногда и меньше. Ситуация частично изменилась после выхода третьей версии. Третья версия игры должна была выйти спустя максимум пару-тройку месяцев, но амбиции росли быстрее возможностей. А давай добавим это, а пусть тут будет вот так. И вот оказывается, что нужно делать вовсе не то, что ты запланировал. Меняешь план, собираешься делать его, и тут в голову приходит очередная безумная идея. Ну и по новой. Нам очень хотелось разнообразить геймплей. Как мы знаем теперь, зачастую мини-игры появляются только в крупных визуальных новеллах. Однако на тот момент нам банально не хватало опыта. У меня была идея о том, как реализовать мини-игру. Я понимал, что возможность движка это позволяет, и что это должно быть не сильно сложно. Однако, как мы ранее упоминали, у нас не хватало времени даже на запланированный объем работ, так что выделить еще дополнительное время для обучения мы попросту не смогли. Команд прыгал от счастья, когда мы получили базовый код этой игры. Мне в личку написал человек, сказал, мол, нужна помощь, обращайтесь. Я подумал, чем черт не шутит, и описал то, как должна работать мини-игра. Он сказал, лог, посмотрим, и через день прислал мне изящный короткий код для нее. К моему счастью, не было конца, я смотрел на него, а в голове вертелось лишь это гениально, это гениально! Я до сих пор крайне благодарен ему. В мини-игре не хватало артов. Кома набросал то, как он это видит на листочке. Сможешь нарисовать? Смогу. Обычно такие штуки делаются в чертежных программах, для того, чтобы сэкономить время. Но в силу обстоятельств и для придания красочности я использовала Photoshop. Если сравнить ранние версии и то, что попало в финальную, разница заметна. Когда мы смотрели на план того, что должно войти в третью главу, нам это казалось не таким уж и большим делом, но когда дело дошло до работы, оказалось, что объем третьей главы попросту выходит за предел наших возможностей. Третья глава должна была стать своеобразным переломным моментом. Мы узнаем секреты и исследуем мир на основе сделанных сюжетных ходов. Вот только оказалось, что чтобы реализовать это, нам потребуется где-то лишний миллион лет. Было принято тяжелое решение. Мы решили выпускать третью главу по частям. Несколько сюжетных линий просто были вырезаны и не попали в версию 3.1.7. Это касается прежде всего Джейса и Лин, чьи профили мы не смогли прочитать. Сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы внедрить эти сюжетные линии обратно. Они появятся уже в версии 3.2.0. Шли первые дни релиза нашей игры на Порнолабе, и тут бах! Самый популярный релиз недели. Я не уверен, что там даже 2 суток кто успел пройти, а звание уже выдали. Через месяц самый популярный релиз месяца. Год подходит к концу, и у нас есть шансы стать самым популярным релизом года. Пускай мне и слабо в это верится, хотя сейчас игру скачало там уже более 3000 пользователей. В первые же дни кто-то выложил нашу игру на зарубежные ресурсы SVX Comics. Прямо так, на русском. И за первые несколько дней количество скачиваний перевалило за 3000. Сейчас там около 7000 скачиваний. Скачивания прямо с облака мы даже почитать не в состоянии. Когда к тебе проявляют такой интерес, это приятно. Ты можешь сказать «да, мы все сделали правильно». Это позволяет отбрасывать сомнения. А уж как это мотивирует, вы бы знали. Мы многому научились за время разработки. Недавно я читал о парне, который делал игру и делал ее с 97 по 2007, то есть 10 лет. А все потому, что не установил себе четких сроков дедлайна. Мы бы очень не хотели, чтобы то же самое произошло и с нами, но дедлайн мы не можем установить себе чисто физически. Наша жизнь, она подвержена колебаниям, так сказать.
Ты никогда не знаешь, какой будет у тебя месяц. К тебе могут прийти десятки заказчиков с огромными заказами, а может получиться так, что их и вовсе не будет. И тогда, хоть это звучит парадоксально, тебе придется работать в 2 раза больше. При таком графике работы ты не можешь планировать такие вещи, как дедлайны. Но если выпускать обновления небольшими кусками и регулярно, то становится проще. Пока что мы попробуем действовать именно так. Ближайшее обновление намечено на январь 2017 года, и хотя это будет скорее техническое обновление, нежели сюжетное, мы надеемся, что оно порадует игроков. Пожалуй, главный урок, который мы смогли извлечь, это не сдаваться перед трудностями и идти вперед. Однако нужно и силы свои оценивать, иначе рискуешь не дойти. Да, это звучит как что-то очень общее, но сразу понимаешь, как только берешься за проект такого масштаба. Мы выпустили часть 3 главы, теперь нам предстоит увеличить ее почти в 2 раза к выходу версии 0.3.3, а потом увеличить этот объем еще на примерно половину с выходом версии 0.4.1. Всего же глав будет около 10, добавьте к этому скрытые концовки и получите ночной кошмар разработчика. Если ты на эту дорожку вступил, придется идти до конца. В конце она полная версия. На данный момент в игре 9 персонажей, с каждым из них будет своя отдельная концовка. Причем в ряде случаев это будут невероятные сюжетные твисты. Добавьте к этому плохую концовку, получается 10. Но если мы соберем достаточную сумму денег на Патреоне, то включим в игру еще одного персонажа, с которым тоже можно будет построить отношения. Плюс, скорее всего, будут секретные концовки, о которых мы не будем особо распространяться. Основу команды разработчиков составляет всего 2, это Common и Ильяна, отвечающие, соответственно, за сценарий и оформление. Но мы бы не справились без помощи со стороны. Список тех, кто принимал участие в проекте в том или ином виде, вы сможете прочитать в титрах последней версии игры. Он разительно отличается от того, что было ранее. Классические визуальные новеллы, протагонистом в которых является мальчик, стараются сделать его максимально безликим. Мы решили не отходить от этого, а еще сделать кастомизацию персонажа это жутко сложно. Вопрос о возможности кастомизации, конечно же, нами обсуждался, особенно на самых ранних стадиях создания игры. Как оказалось, персонаж должен быть не только удобным и гибким для отражения самого игрока, но при всем он должен хорошо вписываться в игровой мир. Поэтому нами был создан Лесли в том виде, в котором он существует сейчас. Мы уже думали над различного рода анимациями и прочим, и сошлись на мысли, что сначала мы закончим сюжет. Анимации требуют огромных усилий как от программиста, так и от художника. Мы просто не имеем ресурсов для того, чтобы заниматься ими. Мы стараемся разнообразить игровой процесс другими способами, например, мини-играми. В финальной версии игры мы, вероятнее всего, сделаем полноценный опенинг. Пока что рано загадывать. Увы, но тут не от нас зависит. Мы просились во многие редакции, но им было мало интересно. Возможно, мы сможем делать подобные ролики на регулярной основе. Но это не точно. Год подходит к концу, а в конце года принято подводить итоги. 168 тысяч символов, 5286 строк кода, 60 спрайтов, 89 CG, 44 фона. Более 3000 скачиваний на Порнолабе, более 7000 скачиваний на SVS Comics, бесчисленное количество скачиваний с облака. Более 440 участников в группе, 17 на Патреоне. С этими цифрами мы переходим в Новый год. А в новом году нас ждет новая версия в январе и, скорее всего, ближе к марту. А там посмотрим. Хочется поблагодарить всех вас, тех, кто смотрит это видео и делится им, тех, кто пишет комментарии, лайкает посты и делает репосты в нашей группе. Это намного более сильный мотиватор, чем вам кажется. Для вас это просто поставить лайк, а для нас это «Да, смотри, наш проект по-прежнему кому-то интересен». Отдельно хочется поблагодарить всех, кто поддержал нас материально. Спасибо вам, ребята. Эта игра во многом продолжает появляться благодаря вам. А в новом году хочется всем пожелать удачи и хорошего настроения. Новые версии нет, но вы держитесь. Вжух! И скоро будет релиз. Нужно только немножко потерпеть. А если серьезно, то хорошего вам Нового года. И пусть все ваши мечты сбываются.